Монахи – умиротворенные мастера рукопашного боя. Перед вами видеогайд, где мы с Трики разбираем классы на 20 уровне до выхода Shadowlands. Что грядет в этом дополнении, сказано в подсказке и ссылке в описании. Приветствую вновь. Много лет я играю на стартовой версии, и сегодня я поделюсь своим опытом игры за монаха. План рассказа, принцип игры, критерии оценивания, приглашенный гость. Монахи обучены искусству ближнего боя и пользуются тремя различными ресурсами в зависимости от выбранной специализации. Например, только на энергию полагаются те, кому ближе танковский стиль Хмелевара. Обладают пассивными способностями гармония Хмелевара, которая усиливает броню на 25%, и пошатывание, которое отсрочит получение некоторой части входящего урона в течение 10 секунд. Его объем зависит от количества ловкости и влияет на физический урон и урон от магических атак, но с 35% эффективностью. Перед входом в бой используйте отвар железной шкуры для повышения эффективности пошатывания на 7 секунд. Эта способность имеет 3 заряда, что позволит поддерживать баф некоторое время. Отвар не имеет глобальной перезарядки, что позволяет прожимать его одновременно с другими способностями. В качестве первой атаки при сокращении дистанции используйте удар бочонком. Эта способность наносит урон цели и ближайшим к ней противникам в радиусе 8 метров и также замедляет их скорость передвижения на 20% на 15 секунд. Применение этого умения сократит время восстановления отвара железной шкуры на 4 секунды. По ходу боя используйте нокаутирующую атаку как довольно мощный удар, единственный, что не тратит энергию, и лапу тигра, по возможности, когда в запасе есть свободный ресурс. Помните, что лапа тигра также сокращает время восстановления отвара железной шкуры на 1 секунду. Монахи всех специализаций обладают способностями кувырок с 2 зарядами для быстрого перемещения по полю боя, вызов для провокации единичной цели, оживить, если требуется дополнительно восстановить здоровье, и воскрешение, что аналогично другим классам используется вне боя, дабы поднять павшего члена группы. Танцующий с ветром. Монахи-бойцы помимо энергии используют уникальный ресурс – ци, чтобы применять способности. Бой начинаем с лапы тигра, чтобы получать 2 единицы энергии ци. Как только было накоплено достаточно ци, используем удар восходящего солнца, если цель одна, или неистовые кулаки, если их перед вами несколько. Неистовые кулаки применяются на протяжении 3 и 8 секунд, при этом не запрещая вам передвигаться. Пока удар восходящего солнца и неистовые кулаки на перезарядке, используем нокаутирующий удар, который сокращает время перезарядки 2 вышеупомянутых способностей на 1 секунду. В дополнение, именно танцующие с ветром монахи обладают способностью вывести из строя, которая снижает скорость передвижения цели на 50% на 15 секунд. Ваши атаки в ближнем бою обновляют этот эффект, а если цель уже замедлена, то при повторном применении она будет обездвижена на 8 секунд. Ткач туманов. Лекари-монахи используют целительные туманы, чтобы помогать союзникам. Ресурсом данной специализации выступает мана. Используйте и поддерживайте на главной цели лечения успокаивающий туман. Пока вы произносите это потоковое умение, цель получает небольшое периодическое исцеление, а способности оживить и окутывающий туман применяются мгновенно. Во время боя периодически накладывайте на раненые цели заживляющий туман. Если цель будет полностью исцелена, то эффект этого умения передастся союзнику в радиусе 20 метров. С боевой стороны, лекари обладают пассивной способностью монастырские знания, что позволяет после удара лапы тигра поразить цель нокаутирующим ударом дважды. Таким образом, максимально продлить эту серию возможно до 4 раз. Нокаутирующий удар с шансом в 15% завершит перезарядку удара восходящего солнца. Отдельного внимания достойна сверкающая нефритовая молния, что наносит урон от сил природы в течение 3,5 секунд и иногда отбрасывает приблизившихся к вам противников. В отличие от специализации танка или бойца, у лекаря это заклинание не использует основной ресурс и наносит в разы больше урона. Критерии оценивания. Мощность. Этот критерий подразумевает общую силу данного класса, его урон, выживаемость и способности без учета чар, талантов и профессий. Монахи являются одним из немногих гибридных классов в игре, которые могут выполнять все 3 роли в группе. В качестве танков они довольно специфичны, поскольку полагаются на свою пассивную способность пошатывания, и при игре за Хмельвара вам нужно следить за состоянием накопленного эффекта. И на триальном монахе эта механика работает не так эффективно, как задумывалось разработчиками, ведь сбрасывать отложенный урон мгновенно они не в состоянии. Монахи-лекари обладают особенностью моментального лечения, если поддерживают успокаивающий туман, что позволяет им спасать своих союзников или себя в особо острые моменты. К тому же, боевой потенциал монахов-лекарей крайне высок за счет стакающихся эффектов нокаутирующего удара, который позволяет атаковать эффективнее, чем лекари других классов. Монахи-бойцы, хоть и не обладают большим спектром атак, хорошо справляются с нанесением урона. В бою с одной целью они могут полностью сосредоточиться на ней. В противном случае используют неистовые кулаки, чтобы наносить урон всем разом. Благодаря кувырку монахи всегда находятся в движении, могут сокращать и разрывать дистанцию с врагом, что делает их одним из самых мобильных классов на брекете. Оценки мощности специализации монаха следующие.
Комфорт игры. Сложность или чрезмерная простота игры, нюансы применения способностей и другое. Монахи обладают достаточно комфортным геймплеем во всех специализациях. Монахи-танки, обладая быстрой перезарядкой основных способностей, могут быстро оказаться без запаса энергии, из-за чего монах может остаться без самолечения, от которого он зависит для нейтрализации отложенного урона. Монахи-лекари, в свою очередь, весьма необычны и гибки в плане игры. Пользуясь маной как ресурсом, они могут поддерживать команду лечением посредством привычного чтения заклинаний, сочетая его с достаточно мощными боевыми приемами, а в случае необходимости начать поддерживать туман и исцелять рывками без перезарядки. Танцующие с ветром монахи, полагающиеся на энергию, но использующие ци для применения способностей, часто страдают от медленного восстановления энергии, из-за чего требуют грамотного соблюдения ротации. Оценки комфорта у вас на экранах. Развитие. Данные критерии оценивают сложность, вариативность и особенности прокачки вашего персонажа от левелинга до снаряжения. Монки хорошо справляются с прокачкой с 1 по 20 уровень. Имея исцеление с раннего уровня, могут выдерживать испытания посложнее, чем некоторые другие классы. Кувырок поможет монахам быстро перемещаться по локациям, а также избегать нежелательных стычек, если назревают проблемы. Как только пришло время снаряжать монаха, вы всегда найдете снаряжение, которое вам поможет. Кожаная броня, одноручное оружие и некоторые виды двуручного подходят вам для использования в приключениях. Экипировка соратников в открытом мире, предметы заданий, подземелий, полей боя и режимы синхронизации будут полезны при снаряжении вашего монаха. Оценка по развитию всех специализаций 4 балла из 5. Особенности. Помимо вышеупомянутой особенности в виде гибридности класса, ни для кого не секрет, что кувырок особо хорош для разгона. Для этого достаточно подойти к краю любой надземной поверхности и использовать этот прием. Ваш персонаж стремительно полетит вперед. Главное помнить, что за тяжесть приземления отвечает уже сам игрок. Также монахи 20 уровня обладают способностью духовное путешествие, которое отправит вас на пик безмятежности в храм монахов в Пандаре. В нем можно найти различных учителей профессий, а также купить уникальную для этого класса еду, чтобы повысить основную характеристику, интеллект или ловкость, на 3 единицы, в зависимости от выбора пищи. У торговцев можно приобрести уникальное оружие монахов, чтобы добавить его в коллекцию трансмогрификации, а может даже использовать, если вы не раздобыли хороший предмет экипировки. По сути, монахи обладают собственным небольшим классовым оплотом, где можно провести время. К слову, туда впускают и остальные классы. Мнение сообщества. Как и всегда, последним критерием для оценки класса является именно ваше мнение, которое я призываю написать в комментариях к данному обзору. Сегодня поприветствуем Леонарди, слушаем и вникаем. Привет всем! Давайте раскроем особенности этого класса, но вначале пару слов обо мне. При встрече меня можно звать Лео. Играю за монаха довольно продолжительное время, и это мой любимый класс. А нравится мне потому, что отличается высокой мобильностью и бурстом уроном. Недостаток класса стоит в отсутствии кика и малом количестве контроля. Для монахов хорошим выбором расы будут пандарены, так как их парализующая способность добавляет контроля в ротацию. Они также имеют пассивный бонус к еде, который повысит характеристики от тигриного и змеиного отваров новичка в 2 раза. К слову, без бонуса эти отвары повышают ловкость и интеллект на 3. Монахам Орды также прекрасно подходят расы орков, вульпир и эльфов крови, а для альянса наилучшим выбором будут люди, ночные эльфы и культиросцы. Теперь рассмотрим таланты всех специализаций. Танцующий с ветром имеет глаз тигра, волну ци и выброс ци. Наиболее эффективным на полях боя я считаю выброс ци. Данный талант позволяет наносить АОЕ дамаг в определенном направлении, поэтому им легко можно сбить чек точки, вокруг которой стоит несколько противников. В дуэлях или против близко стоящих противников можно использовать волну ци, которая дает исцеление, не требующее касты, и наносит урон по нескольким целям. Глаз тигра невыгодно брать, на мой взгляд, так как эффект от его использования мало заметен. Перейдем к специализации Хмелевар. В ней мы имеем таланты глаз тигра, волну ци и выброс ци. Что-то мне это напоминает. А если серьезно, то данные таланты идентичны специализации танцующего с ветром, поэтому хорошим выбором будут выброс ци и волна ци, чтобы расширить ротацию с помощью этих АОЕ способностей. Выбор между ними зависит от личных предпочтений использовать нон-таргет или таргетную способность. Стоит учитывать, что КД выброса ци в 2 раза дольше, чем волны ци, но и урон у данной способности выше. И наконец рассмотрим ткача туманов. Здесь представлена важная пассивная способность «Туманный покров», продлевающая действие окутывающего тумана и увеличивающего бонус к исцелению на 10%. Так как окутывающий туман – это одна из главных способностей ткача туманов, то имеет смысл взять именно этот талант. Если же вам не хватает АОЕ в бою, то можно взять выброс ци. А если нужна дополнительная хилящая способность, то подойдет волна ци. Приоритет характеристик для каждой специализации вы можете видеть на экране. Наиболее полезные профессии – алхимия и инженерное дело. Первое необходимо для зелья скорости и свободы действий. Монах имеет хорошую мобильность за счет 2 зарядов кувырка, а в совокупности с данными зельями становится одним из лучших флагоносцев в ущелье Песни Войны.
Вторая профессия необходима для создания бомб, которые дадут необходимый контроль, и реактивных сапог, которые могут еще больше увеличить мобильность на полях боя. Говоря о мобильности, стоит отметить, что кувырок можно использовать во всех направлениях. С его помощью можно уклоняться влево и вправо, что позволяет уйти от атак воинов и разбойников, не теряя при этом позицию. Но полезнее всего, на мой взгляд, кувырок назад, когда нужно перегруппироваться, так как вы не тратите время на разворот. Теперь рассмотрим некоторые особенности геймплея за данный класс. Монах-милишник по всем основным атакующим способностям, но есть одно потоковое заклинание «Сверкающая молния», позволяющее добивать противников на расстоянии. Однако эта способность не сбивает чек точек, поэтому лучше бросать бомбу флагу в таких случаях, либо атаковать в мили-зоне. Другая особенность состоит в том, что кувырок нельзя использовать в связке с плащом-парашютом или с зельем медленного падения. Вместо этого 2 раза в год в последний день огненного солнцеворота и зимнего покрова доступен предмет – наполненная праздничная кружка, которая замедляет скорость падения. Ее можно использовать вместе с кувырком через макрос, в том числе и на полях боя, что позволяет пролетать большие расстояния, но стоит учитывать, что кружка доступна 1 день, поэтому часто полетать не получится. И в заключение несколько слов о выборе специализации. На полях боя эффективнее всего быть хилом, но в зависимости от карты могут быть полезны и другие специализации. В ущелье Песни Войны важен танцующий с ветром монах, так как он способен замедлять и полностью останавливать вражеских флагоносцев. На низине Рати комфортно быть хмелеваром. За счет авиаспособности удар бочонка можно легко сбивать чек точек, что важно при защите баз. Но для чистых триолов лучшей специализацией будет ткач туманов. Без чар хмелевар и танцующий с ветром в командном бою проигрывают по урону другим классам. Ткач туманов же оказывает значимую поддержку союзникам мощными хилящими способностями. К тому же он наносит урон на больше остальных специализаций. На этом хотелось бы поблагодарить Пэндекстера за приглашение. Всем удачи, всем пока. Наполненный мудростью, я благодарю Леонарди и Трики за их монастырские знания. Туманный поклон и вам. В следующий раз мы рассмотрим класс чернокнижника и расскажем все необходимое про этот класс на 20 уровне.